Доброй ночи, друзья мои. Сегодня я вам показываю еще один ритуал мщения. Для чего вообще нужны ритуалы мщения? Мстить вам или прощать – ваше право. Но иногда бывает, что от того, что вы будете прощать и прощать до бесконечности, ничего в лучшую сторону не меняется. И тогда нужно обращаться к силам тьмы, которые за вас отомстят. Но обращаться вам лично не следует. Лучше идти к людям, которые к ним могут обратиться и имеют на это право, поскольку силы тьмы очень мстительны. Если человек занимает самодеятельностью, если он не имеет права к ним обращаться, они могут вместо помощи наказать его. Но как будет колдун вам помогать? Вот для как раз тех колдунов, для тех практиков я показываю вот этот обряд. Он подходит как для них самих, если они хотят кому-то отомстить справедливо, естественно, потому что желательно быть справедливым во всем. Либо они хотят для себя это использовать, либо для того, чтобы помочь человеку. В случае, если они для человека проводят, они называют его имя и просят сделать это для него. Я думаю, что любой грамотный практик, он вполне может перевернуть все в свою пользу, переделать, как бы добавить где-то что-то свое, внести, и будет готовый ритуал. Но в этом ритуале, в принципе, ничего добавлять и вносить не нужно. Он сам по себе отличный и отлично работающий. Вообще все эти ритуалы, которые я провожу, те, которые не мои, я называю источник, я говорю, откуда это можно увидеть и к какой ветви колдовства это относится. Те, которые мои, я просто их демонстрирую. Могу говорить, могу забыть, не имеет значения. Это мой ритуал. Он переведен. Это древний ритуал, и он переведен с армянского языка. Правда, дополнено, естественно, немножко приукрашено, улучшенный вариант, поскольку я сама пробовала, и я знаю, что это рабочий ритуал. Вообще, рабочий ритуал в руках настоящего мастера, любой ритуал, если уж честно сказать. Но в этом случае он рабочий, он действует сразу же. Это вызов великих демонов для мщения. Итак, какие травы здесь находятся вот в этом котелке, я назвать не могу. Если будет желание, практика могу сказать, а так я не имею права их называть на самом деле. Следующее. Нам нужен элемент земли, либо камень. Вот в этом случае я использую уголь. Как правило, он у меня лежит для таких ритуалов специально, именно уголь, что связано с землей, недра земли, вот она. Вода, огонь и, естественно, воздух, который везде. Это потому, что мы обращаемся к демонам 4 стихий. Но, в принципе, эти демоны, их еще называют 4 черных принцев ада, они как раз заведуют вот этими стихиями. Теперь мы вызываем не их, чтобы вы сразу поняли, мы просим их помощи, мы вызываем их помощь к себе, поскольку мы не вправе их вызывать. Если мы именно непосредственно их вызовем, нам может быть очень плохо, потому что это такая энергия, которая просто нам, простым смертным, не выдержать. Но мы вызываем их силу, мы просим их помощи, мы обращаем их внимание в свою сторону, а значит, их посланники, те, которые служат им, приходят нам на помощь. Итак, я извиняюсь, закрою дверь. Алтарь должен быть вот такой. Значит, можете ставить то, что у вас есть. Можете ставить воду в хрустальном бокале. И просто землю насыпать или камень положить. И просто зажечь огонь в какой-то емкости. Но желательно, конечно, чтобы была черная свеча. Я думаю, что в наше время черную свечу вполне можно найти. В древние времена ведьмаки делали из сажи и перемешивая с воском. Итак, начинаем.
Стоим босыми ногами, в черном, распущенные волосы. Перед этим часа 3 желательно не есть. Далее, ничего не должно быть на нас, все должно быть снято. То есть украшения здесь не приветствуются. Итак. Черной ночью черный алтарь готовлю. Черные силы призываю. Мщение прошу и заклинаю. Демоны ада, внемлите моим речам. О Люцифер, властелин воздуха и востока. О Сатана, властелин огня и юга. О Белиаль, основа земли, властелин севера. О Левиафан, древний змей морей, властелин запада. Услышьте меня. О вы, кто наделил меня силою, кто дал силу моему роду. О вы, кто передал силу мне, вы, кто наделил властью и знаниями меня, кто призвал меня, кто признал меня, кто принял меня и защитил. Услышьте мой голос. Продолжителя рода колдунов, внемлите речам, отомстите за мою боль, врагам и недругам. Кто другом был, а стал врагом, кто доброе мне злом воздал, душу ранил, требуйте с них цену за боль. Кто зло пустил, кто боль причинил, кто зло принес, воздайте всем. На суд ваш души их отдаю, да не дрогнет ваша рука, праведная над их судьбами. Прошу возмездия, да исполнится. О Люцифер, о Сатана, о Белиаль, о Левиафан, ведите свои легионы с востока и запада, с юга и севера, с воздуха и земли, с огня и воды, мне в помощь, и да свершится праведная месть, и да вернется зло злом, и боль болью, и предательство предательством, и ложь ложью, и клевета клеветой, да свершится месть. Заклято, заклято, заклято. Если в случае с ритуалом на суд богам нужно было быть абсолютно невиновным в своем действии, для того, чтобы боги рассудили в твою пользу, в этом ритуале достаточно того, что тебе причинили боль. Дальше уже не смотрят. Поскольку сила дается не отмороженным людям, сила не дается пьющим людям, вульгарным людям, людям, которые готовы на всех кидаться, всех облить дерьмом. Таким людям сила не дается. Если вы таких встречаете на сайте, у этих людей нет ни силы, ни ума, ничего. Сила дается разумным людям. И поэтому, если разумные люди решаются на ритуал мщения, это значит, их довели. Их настолько должны задеть, чтобы они взяли и сделали этот ритуал. Как правило, мы отмахиваемся, как от назойливых мух, просто прогоняя их прочь. Но когда наглеют эти товарищи, то нужно им показывать, кто они есть, и заставить уважать эти силы, которые за нашей спиной. Если мы этого не сделаем, эта сила может повернуться и наказать нас самих, поскольку мы позволили высмеять эти силы или позволили их трогать и не обратились за наказанием в те сферы, куда нужно обращаться. Желаю вам удачи и постарайтесь никогда не задеть ведьму. Знаете, такая поговорка: заденешь ведьму, и больше и ничего тебе не будет. Ничего, ни судьбы, ни счастья, ни радости. Всего доброго, удачи.